Как правильно использовать свою подачу, чтобы сразу захватить инициативу в розыгрыше? Какие лучше использовать подачи в разных ситуациях? И как подачей запутать соперника и заставить его ошибиться? Смотрите в этом видеоуроке. Когда любитель осваивает сильную подачу в надежде выиграть больше очков, он сталкивается с большим разочарованием. Потому что первое время подача работает, но когда он выходит на новый уровень, где соперники уже умеют их принимать, у любителя начинаются проблемы. У каждого есть слабое место. Игрок не знает, что ему подать и как выиграть в критические моменты. Но что, если я вам скажу, что возврат, который не идет вам на вылет, это и есть выигрыш с подачи? Что завышенный мяч, который прилетает после вашей супер боковушки, это и есть подарок. То, к чему все стремятся – создать преимущество. Только когда мы его создали, надо еще попасть, а это другая история, и о ней мы сегодня поговорим. В конце ролика вас будет ждать приятный сюрприз, поэтому смотрите его до конца. С вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, которая значительно улучшит вашу игру. А если хотите знать больше, добро пожаловать в наш телеграм-канал. Подписывайтесь на каналы, мы начинаем. Мы привыкли называть первым ходом игру после подачи, но в профессиональной среде это третий ход. Первый – это сама подача, второй ход – это прием нашего соперника, и третий уже наш. Думаю, здесь все понятно и логично. Давайте разберемся, от чего зависит наш ход после подачи. Первое – это наш уровень игры. Вы должны понимать свои сильные и слабые стороны. Ваша игра – это набор инструментов, которые помогают вам решать игровые задачи. Если вы не владеете каким-то ударом, то использование определенной подачи полностью теряет свою эффективность. Если вы не умеете отбивать короткие мячи, теряется смысл короткой подачи. Если вы не успеваете среагировать на быстрый мяч, нет смысла в быстрой подаче. Дальше идет ваше амплуа, стиль игры. Нападающий вы или защитник, играете первым номером или вторым. Как вам нравится играть, когда вы атакуете или когда на вас атакуют? Второе – это набор ваших подач. Какое качество ваших подач, насколько они стабильны, какими вращениями вы владеете, могут ли они вывести вас на ваши коронные удары. Если вы не уверены в своих подачах, то у вас есть уникальная возможность приобрести курс со скидкой «Тотальная подача». Он вобрал в себя 18 разновидностей подач, от простых до самых сложных, с полным разбором и подводящими упражнениями, чтобы вы могли легко их освоить. Каждый урок займет вас не более 15 минут. Чтобы ознакомиться с курсом, переходите по ссылке в описании. У меня, как у игрока, должны быть различные подачи по вращению и длине, также по направлению. Короткая подача не позволяет начать атаку сопернику. Быстрая помогает растащить его по столу. Определенный блок гарантирует предсказуемый возврат. Третье. Уровень нашего соперника и его игровой арсенал. Если новичку мы можем подавать подачи с любым вращением, и они будут лететь у него в разные стороны, то на игроке нашего уровня или выше этот фокус будет срабатывать гораздо реже. Когда мой оппонент владеет превосходной игрой справа по длинным мячам, я 10 раз подумаю, стоит ли ему туда подавать. Теперь складываем все три параметра и получаем понимание происходящего за столом. Мы должны соотносить свой уровень игры с арсеналом наших подач и уровнем соперника. Под каждого соперника идет своя подстройка. Переходим к практике. Анализ слабых сторон и действий соперника. Первое, с чего начинается игра, это анализ. Хорошо, если вы смогли поглядеть за своим другом до игры или уже играли с ним и у вас есть план. Но такое случается редко, особенно если мы только раз в месяц выбираемся на турнир. Это моя вина. И моя. Теперь поздно переживать.
Что тогда делать? Первое. На двухминутной разминке перед началом встречи, если это еще не высокий уровень игроков, можно увидеть, как стоит игрок, как держит ракетку, как двигается и насколько он стабилен. Если видим, что неправильно держит ракетку и еле попадает с одной стороны, это первая точка нашего давления в игре на счет. Второе – анализ во время игры. Раздел тактики безумно огромный, но пробежимся по верхам. Представим, что у нас хорошая подача, и мы можем подавать куда и как хотим. Мы можем проверить 4 основные точки и как принимает соперник. Первые две подачи короткие, одна направо и одна налево, с нижнебоковым вращением. Смотрим, как принимает соперник и умеет ли он выходить на короткие мячи. Затем две подачи подаем с верхним боком. Смотрим снова, что происходит. Если игрок не умеет скидывать, вот и первая козырная комбинация. Дальше подаем две длинные нижние, одну направо, вторую налево. Если он играет пассивно, поздравляю, победа теперь зависит только от вас. По ходу первой-второй партии калибруемся и выстраиваем план игры. Что нам удобно ведет к победе, оставляем. Что не работает, убираем. Вы в совершенстве познали мой дедуктивный метод. Продолжаем разбирать построение игры. Построение игры с разными подачами. Начнем с коротких подач. Какие задачи они решают? Короткая нижняя подача. Эта подача подтягивает соперника к столу и вынуждает на пассивный прием. Зачем мы ее подаем? Первое, чтобы начать свою атаку, если получится длинный и удобный возврат. Второе, если возврат короткий, мы можем сыграть срезкой в слабое место соперника и вынудить его на ошибку или получить пассивный возврат, который снова открывает нам возможность для нашей атаки. Короткая верхнебоковая подача. Ее задача запутать соперника и вынудить завысить мяч или пассивно отбить его обратно. Здесь мы готовимся к активному розыгрышу. Соперник подтягивается к столу, откидывает мяч, а мы сразу играем остро в пустой угол или по слабой стороне. Если соперник хорошо справляется с подачей и агрессивно ее принимает, так что мы не успеваем за мячом, то стоит воздержаться от этой подачи. Длинные подачи и их особенности. Длинные нижние боковые подачи. Если соперник не умеет атаковать по нижнему вращению, такая подача гарантирует длинный возврат под вашу атаку. Используйте ее, если вы уверены в своем топ-спине по нижнему мячу и умеете защищаться от атаки. Если же соперник владеет сильным топ-спином, а вы не успеваете его контратаковать, то такая подача может быть достаточно рискованной. Длинные верхние боковые подачи. Эта подача ориентирована на скорость и неожиданность. Ее задача застать соперника врасплох, когда он стоит слишком близко к столу, или попасть в пустой угол, когда он находится в километре от стола. Если ваша игра в открытых розыгрышах сильнее, чем у соперника, эта подача станет вашим козырем. Влияние количества вращения на ваши ходы. Многие любители подают подачи с сильным боковым вращением, верхним или нижним, но когда соперник нам просто перебрасывает обратно, начинаются ошибки. Мяч летит то в сетку, то в аут. Почему так происходит? Если мы подаем сильное боковое вращение, к нам возвращается его остаток. Пример. Мы подаем маятник с левым боковым вращением. Соперник, чтобы не отправить мяч в аут, играет по правой стороне мяча. И мяч возвращается с правым боковым вращением, с точки зрения поднимающего. Это значит, что при нашем ударе справа мяч уходит вправо от нас, а при ударе слева идет больше в локоть. Если мы подаем подачу с правым боковым вращением, например, подача топор, то возвращается левое боковое вращение. В таких ситуациях мячи часто летят в пальцы или даже в корпус.
Также важно учитывать, сколько бокового вращения добавлено к нижнему вращению. Если мы подаем маятник с преобладанием нижнего вращения, то при возврате мяч будет тяжелым, требующим более высокого подъема ракеткой кверху. Если же в подаче больше бокового вращения, мячик придет с меньшим нижним вращением, и его нужно будет больше направлять вперед. И, наконец, чем меньше вращение вашей подачи в целом, тем меньше будет его на возврате. Например, при слабом нижнем вращении от соперника приходит почти плоский мяч, требующий особого подхода. Подводим итоги. Качество вашего первого хода после подачи зависит от совокупности трех составляющих. Первое – ваш уровень игры, качество ваших подач, уровень вашего соперника. Сам ход зависит от того, как соперник принимает ваши подачи, и от того, сможете ли вы воспользоваться этим приемом в свою пользу. И обещанный бонус. Для тех, кто досмотрел ролик до конца, я подготовил бонус PDF-файл с 20 игровыми комбинациями для отработки первого хода после подачи. Вы можете скачать его в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Также, если вы хотите улучшить свои подачи, можете ознакомиться с пошаговым курсом по подачам. Ссылка также в описании. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Чтобы не потерять наш контент, подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы публикуем интересные и полезные посты. Также заходите в нашу группу ВКонтакте, где мы дублируем видео. И, конечно, подписывайтесь на наш YouTube канал. Пишите в комментариях, что вы для себя открыли в этом видео и как будете строить свою игру после подачи. С вами был Иван Толмачев. До встречи на следующих уроках.